I think if we were to ask each other or ask ourselves, we all would say we want God's will for our life. Я думаю, если бы мы спросили друг друга и сами себя спросили, то каждый из нас сказал бы, что он желает Божьей воли в своей жизни. I would hope that would be our answer. Я надеюсь, что это был бы ответ каждого из нас. We all want God's will. Мы все хотим, чтобы воля Божья исполнилась. But the big question is, what is God's will? Но большой вопрос остается, в чем она заключается? And sometimes we want God's will only if it's what we want. И иногда так бывает, что мы согласны с волей Божьей только в том случае, если она соответствует нашей воле. We say, God, show me your will, and we look all around us until we find what we want to be God's will. Мы можем молиться: Боже, покажи мне свою волю, открой мне свою волю. И вот мы в поисках, наконец-то мы находим то, что мы бы хотели считать Божьей волей. You know, the amazing thing is that God's will is always done. Но удивительная вещь это в том заключается, что Божья воля, она исполняется всегда. Now, we can miss God's will for our life, and yet He works it into His will. Мы можем пропустить какой-то шанс, в котором была Божья воля для нас, но Он все равно поворачивает это так, чтобы Его воля исполнилась. You know, I don't know if I used this illustration before, but when I think of God and His will in my life, in your life, I think of it as a giant chessboard. Когда я думаю о Божьей воле в моей или вашей жизни, я представляю себе гигантскую шахматную доску. And on one side, God is playing chess. С одной стороны доски находится Бог, который играет в шахматы. And on the other side, we are playing chess. А как бы против него находится каждый из нас. Now, us compared to God, God is grandmaster of chess. Представим себе, что Бог это чессмастер, да, самый большой, как это называется, гроссмейстер, да? Гроссмейстер по шахматам, самый главный чемпион. And if I was to play a grandmaster of chess here in this room, I could see on the chessboard one move, maybe two, maybe three moves ahead. И если бы я здесь мог сыграть с настоящим гроссмейстером, я мог бы себе строить план на игру максимум на 2-3 хода вперед. Probably not even that much. I'm horrible at chess. Может быть, даже и этого бы не смог, потому что я ужасно играю в шахматы. But the grandmaster, he sees moves that are 10, 15, 20 moves down the road. И гроссмейстер, он может предвидеть 10, 15, 20 ходов. And no matter which way I move, he already knows how he's going to move. И независимо от того, как я буду действовать, как я буду ходить, он все равно знает, какой ход ему следует сделать, чтобы вышло по его. So that at the end, he wins. Для того, чтобы в конце ему победить. That's how God is in our life. Так приблизительно действует Бог в нашей жизни. No matter which way we go, Независимо от того, в каком направлении мы идем, he already knows a way to work that into his will. он все равно знает путь, как обратить это для того, чтобы его воля исполнилась. But the question is, are we going to play against God or are we going to play with God? Но вопрос заключается в том, будем ли мы играть против Бога, да, или мы будем играть вместе с Ним. If we play with God, then we allow God to control our pieces. Если мы играем с Богом, то мы позволяем Ему контролировать, да, наши фигуры. And therefore, anything that the world does against us, anything that our family, our friends, anything that happens against us, again, God knows and He moves for His will. И что бы ни случилось в нашей жизни, да, как бы мир не играл против нас, да, наша семья, возможно, еще какие-то моменты, Бог все равно знает наперед все ходы, и Он играет так, чтобы это было в нашу пользу. Now you can say, well, doesn't that mean that all I am or all we are simply robots because God always wins? Возможно, кто-то из вас скажет,
Не значит ли это, что мы представляем собой просто каких-то роботов, потому что все равно Бог побеждает в любом случае? No, not at all. Because we still have free will to either be with God or work against Him. Нет, конечно, потому что все равно у нас есть выбор, и у нас есть свободная воля для того, чтобы выбрать, играем мы или мы вместе с Богом, или мы играем против Него. But we do have to understand that God is all-knowing, all-powerful. Therefore, He always wins. Но мы должны осознавать, отдавать себе отчет в том, что Бог, Он всесильный и всезнающий, и поэтому в любом случае Он всегда выходит победителем. So this first, I don't know how many of you brought your paper back from last week. Не знаю, кто из вас принес ваши записи с прошлого занятия. If you brought it back, good for you. I have a few more for those who weren't here last week. У меня есть еще несколько для тех, кого не было тут в прошлый раз. But plan on coming. Но только в том случае, если вы планируете прийти снова. Да, я понял. Миш, ты прошел планировал. Это все, да? Если так нет. Нет, еще больше нет. Я забыл, я Okay, we're going to look at page 8. A8. Or page 8 here. Откройте, пожалуйста, страницу 8. Можно пронумеровать. How does God accomplish His goals in my life? Как Бог достигает своих целей в моей жизни? Now I apologize for the projector. It makes it look like it's a starry night. Я прошу прощения даже за проектор. Качество оставляет желать лучшего. If anyone here knows how to work on projectors, you're welcome to try to fix mine. Если кто-то тут разбирается в проекторах, пожалуйста, мы вас приглашаем посмотреть на наш Что проектор. просто Что с ним не временная пыль такая. Все хорошо. Не, знаете, это у Джола было день рождения недавно, чтобы вы знали, что подарить, вот проектор какой. Не против. Да. How does God accomplish His goals? Как Бог достигает своих целей? First of all, at the top, we see that God uses pressures. В самом верху мы видим, что Бог использует давление. God uses pressures in all of our lives. В нашей жизни Бог часто использует этот метод. Many times, we ask God, something comes against us, something's happening, something difficult happening in our life. We ask God, why? Why me? Or why this? Часто, когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности и осложнения, мы часто задаем вопрос, почему это случается, почему со мной и так далее. And we're so busy feeling sorry for ourselves that we miss the whole reason why God is allowing this in our life. И мы настолько заняты тем, что жалеем себя, что можем упустить весь смысл того, почему это происходит. On the first side, on the left-hand side, we see reasons why God allows С pressure. левой стороны мы видим причины, по которым Бог допускает давление в нашей жизни. Now, for those of you who have Bibles, we're going to look at some Bible verses here. Для тех So, из вас, кто имеет Библию с собой, мы будем смотреть некоторые ссылки. the first reason why God allows pressure in our life is for chastisement. Первая причина, по которой Бог допускает давление в нашей жизни, это наказание. Can someone please read, or two people, please read the first two verses there, Hebrews 12 and Isaiah 26. У кого есть Библии, вы можете, пожалуйста, прочесть два человека, два первых стиха, Евреям 12:4, два отрывка, да, 4:11 и Исаии 26:9. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагает вам, как сынам: «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». No. Very good. And Isaiah 26. Это Евреи.
И Исайя 26:9. За тобою душа моя тужить вночі, також дух мій мені з ранку шукає тебе. Бо коли на землі твої суди, у мешканці світу навчаються правди. Many times we look at chastisement, we look at punishment as, or chastisement as something bad. It's because I did something bad. Часто мы рассматриваем наказание как что-то плохое. То есть я провинился как-то, I did something wrong and God is getting back at me. и Бог на меня сердится. He's returning it to me. Он мне сдачу дает. Whereas this, as Isaiah says, it's like a father who punishes his child. Но в Исаии мы видим, что это как отец, да, наказывающий своих детей. God does it out of love because he wants us to return back to him. Бог делает это из любви, потому что Он хочет, чтобы мы снова повернулись к Нему лицом. My father was a strict father. Мой отец был достаточно строгим. And you know, growing up, it's never pleasant to get punished. Когда ты растешь, да, то не очень приятно, когда тебя наказывают. I never remember waiting at home for my father to return, thinking, "Oh, I hope he punishes me." Я никогда не помню ни разу, чтобы я сидел дома и ждал с нетерпением, когда уже придет папа и меня накажет. I don't think anybody Я here думаю, would say that. что никто бы не мог так сказать. But you know, my father, most of the time, there were times when my father punished out of anger, but he would always apologize. He would always seek forgiveness afterwards. Иногда случалось такое, что мой папа, он наказывал меня из гнева, да, в гневе. Но это было нечасто, и потом он всегда извинялся за это. But most of the time, he would take the time to talk with me before giving me punishment. Но чаще всего, перед тем, как наказать меня, он находил время, чтобы поговорить со мной. And as I look back now, I'm so thankful that my father did punish me. И когда сейчас я смотрю на свою жизнь, то я очень благодарен своему папе за то, что он наказывал меня. Because I look around at families today, and many times the father doesn't do anything with the child, И or сейчас, spends very little time with the child. я сейчас, когда наблюдаю за семьями, то, к сожалению, часто вижу, что отец, он вообще не задействован в процессе, да, воспитания, не наказывает, не проявляет. Raising the child, that's the wife, that's the mother's responsibility. The father just sits back and, you know. Есть такое мнение, может быть, что это ответственность мамы воспитывать детей, а папа просто отдыхает. I saw the love my father had for me through his discipline. Через вот это дисциплинирование, да, с помощью наказания, я видел, что мой папа меня любит. So, one of the reasons God brings pressure, allows pressure, is for chastising. Поэтому одна из причин, по которым Бог допускает давление в нашей жизни, это наказание. The second reason is testing. Следующая причина — это испытание. Let's look at Proverbs, James, and Deuteronomy. 3 people. Давайте 3 человека откроют вот этих 3 стиха. Притчи 17:3, Иакова и Второзаконие. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Блажен человек, который переносит искушения, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Второзаконие. Да. И третий. И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. God allows pressure in our life to test us. Бог допускает давление в нашей жизни, чтобы испытать нас. You know, in testing, in times of testing, we see our true character, or our true character is revealed. Потому что в период испытаний проявляется наш истинный характер. As we talk about marriage or leading up to marriage.
когда мы говорим о браке или подготовке к браку, if you ever want to see what your potential husband or wife will be like in marriage, watch them during a difficult time. если вы хотите представить, каким будет ваш будущий муж или жена в вашей совместной жизни, посмотрите, как он реагирует на какие-то сложности. Because pressure always brings out what's inside us. Потому что давление, оно всегда делает так, что то, что внутри нас проявляется. But God, again, God doesn't test us and wait until we break. Но Бог никогда That's not His goal for us. не испытывает нас, чтобы увидеть, как мы сломаемся. Никогда у Него нет такой цели. He's not testing us to again, do harm to us. He's testing us because He wants us to empty ourselves and be filled with the Spirit. Он не хочет испытывать нас, чтобы принести нам какой-либо вред. Он хочет, чтобы мы очистились и наполнились Его Духом. And thirdly, the third reason is for God's glory. И последняя причина – это Божья слава. Romans 8:28. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. All things work together for good. Да? Все содействует ко благу любящим Бога. But it's interesting there, it says, to those who are called according to His purpose. Но интересно, тут сказано, что призванным по Его изволению. Many times we as Christians use the first part of that verse. All things work together for good. Часто мы, как верующие, просто используем кусочек этого стиха, да? Все содействует ко благу. But it works for good to those who are called according to His purpose. Но содействует ко благу все для тех, кто призваны по Его изволению. If we're in His purpose, if we're in His will, Если мы в Его that изволении, в works Его for our воле, good. то все содействует нашему благу. If we're against His will, Если мы против Его воли находимся, then He continues to put pressure in our lives. Он продолжает посылать давление в нашей жизни. So reasons on the left, we have reaction on the right. И вот напротив Responses. причин с левой стороны у нас есть возможные реакции с правой стороны. When I oppose God's work in my life or attempt to solve problems in my own strength, it creates conflicts and stress and undesirable consequences. Когда я мешаю Богу работать в моей жизни или пытаюсь решать проблемы своими силами, возникает конфликт, который приводит к стрессу и нежелательным результатам. We're just going to look at four of these. The first one, anger, Ephesians 4:26. А мы сейчас, тут у вас перечислены, да, какие результаты. Мы посмотрим первых 4. Первое, Ефесянам 4:26-27. Гневаясь, не загрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Stress results sometimes in anger, an outburst of anger. What results? Stress, when stress comes in. Стресс часто приводит к гневу, к неконтролируемой ярости. Next one is number 4, lust. Давайте теперь посмотрим номер 4. Похоть. Galatians 5. Галатам 5, 16, 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Lust is always working against the Spirit. Похоть всегда работает против духа. When we respond wrongly to the pressures God puts in our lives, Когда мы неправильно реагируем на давление, которое Бог посылает в нашу our flesh жизнь, is working against the Spirit of God. наша плоть, она выступает против Божьего Духа. Number 6, envy. 2 Corinthians. Давайте теперь номер 6. Зависть. 2 Коринфянам 10:12. Да. Слова, да, вам не видно? Я просто не знала, что у вас не записано. Так, номер 1 гнев, 2 чувство вины,
Третье страх. Есть, да? Или нет? Так, гнев, чувство вины, страх, потом похоть. Следующее горечь обиды, зависть и беспокойство. Похоть там имеется в виду как желание, греховное в смысле, да? What does it mean lust? Like, Wow. your sinful desires in general, or like lust meaning lust? Well, James talks about the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Иаков говорит о похоти, как там, похоть плоти, похоть очей и Гордость житейская. But also, many times, evidence of wrong responses to pressure are lust as in immoral lust. It's not simply our desire to do what we want, but actual immoral lust. То есть тут похоть плоти, да, это в широком смысле, но часто именно в результате противостояния Божьей воле именно часто возникает похоть в значении аморальность. Да? If someone is struggling with immoral lust, then they should realize, or it's evidence of their resisting God's working in their life. Потому что если кто-то страдает от проявлений похоти как аморальности, это свидетельствует о том, что он в своей жизни как бы, выступает против Божьей воли. Okay, envy, 1 Corinthians, or 2 Corinthians, sorry. Зависть, 2 Коринфянам. 10-12. Ибо Но мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. This is something that I think we do too much, is we compare ourselves. Я думаю, что это мы все делаем слишком часто, сравниваем себя. Am I as good as this person? Or, well, I'm better than this person, therefore I'm good. Так, я, наверное, лучше, очевидно, я лучше, чем этот человек, соответственно, я достаточно хорош. And the last one, anxiety. И последнее, беспокойство. Матфея 6:33. ищите же прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам. We just don't have any peace in our life. We're full of, well, what if this happens? What if this happens? And we start thinking further and further ahead, and we don't move forward in God's will because we're afraid of what that will bring. В таком случае, когда проявляется беспокойство, мы не имеем мира в душе, мы постоянно думаем, а что будет, если это случится? А что будет, если то случится? И в результате мы не продвигаемся в воле Божьей вперед из-за того, что мы беспокоимся. So as we see these evidences, as we see one or some of these things in our lives, we need to ask ourselves, what am I resisting from God? Если мы видим проявление какого-то из этих пунктов в нашей жизни, мы должны задать себе вопрос, каким образом я мешаю Богу работать в моей жизни? What pressures are causing me to have outbursts of anger or lust or bitterness? Какой тип давления провоцирует во мне гнев или похоть или беспокойство? And if we can answer that, if we can see the pressures that God's bringing, then we can change our response. И когда мы обнаруживаем, видим, да, вот это конкретное давление, которое Бог оказывает в нашей жизни, в какой-то сфере, тогда мы можем изменить свою реакцию. Because we can live in peace. We can live with contentment. We can live without fear. Потому что мы можем жить в мире, мы можем жить в покое, мы можем жить без страха. Let's look, and so B would be the correct response. То есть это было А, это был один вариант, да, реакции, неправильная реакция. И Б, это правильная реакция. When I cooperate with God's work in my life, I'm content and fulfilled.
когда я участвую в работе Бога в моей жизни, я доволен и испытываю чувство удовлетворения. Now it's important to understand that even though I'm content and fulfilled in my life, it doesn't mean that God takes away all the pressures. Но важно понимать, что даже что когда я испытываю чувство удовлетворения и доволен, это не означает, что Бог забирает всякое давление из моей жизни. Because God continues to bring pressures in our life because He wants us to grow. If we simply were content and fulfilled in life, then we would sit back and say, "Oh, I've arrived. I'm an ideal Christian." Бог допускает какое-нибудь давление в нашей жизни постоянно для того, чтобы мы росли. Потому что если мы просто будем довольны жизнью, расслабимся и будем сидеть, мы подумаем: все, я приехал, я идеальный христианин. And that's the last thing God wants us to do. И это самая последняя вещь, которую от нас хочет Бог. So, God brings pressure, and now He brings it through these 7 areas. And there could be more. We just list 7 here. 7 spheres. He uses pressure in these spheres. И тут в каких сферах Бог может оказывать давление в нашей жизни? Вот тут у вас идет перечисление вот здесь. We have our bodies, we have authority, we have finances, we have circumstances. Тут у нас есть наше тело, власти, финансы, обстоятельства. We have marriage. У нас есть брак. God brings pressure through marriage. Бог допускает давление через брак тоже. If you want to know that, ask anyone who's married. Если вы хотите, не верите, вы можете спросить любого человека, который замужем или нет. There's pressures in marriage. Потому что в браке есть давление. There's life purpose and parenting. Есть жизненные цели и воспитание детей. Let's look at Psalm 138. It would be, 138:14. Давайте посмотрим первую ссылку, там где наше тело. Псалом 138, 14. Слава Тебе, потому что дивно устроен, дивно дела Твоя, душа моя хвалит Твое. Now, someone tell me, how can God bring pressures through our bodies? Приведите мне пример, как Бог может оказывать на нас давление через наше тело. Болезнь. Okay. Okay. Болезнь. Okay, sickness. Talking about growing older. Говоря о старости. Thursday was my birthday. У меня был день рождения в четверг. And I was sitting thinking, there's 2 ways to look at this. 2 ways to look at this. И я сел и задумался, что есть два варианта, да, как на него смотреть. You know, there's the psychological question, do you see the glass half full or half empty? Есть такой психологический вопрос, да, когда стакан для вас он наполовину пуст или наполовину полон, да? I could look at my age and say, I'm halfway to 70, or I'm 17 and a half twice. То есть я могу посмотреть на свой возраст и решить, я на полпути к 70 или мне 2 раза по 17. I still haven't decided which one I like better. И я до сих пор не решил, да, какой вариант мне больше нравится. Because I was feeling good actually, until I thought, wow, I'm halfway to 70. Потому что я себя нормально чувствовала, пока я не подумал. Действительно, это уже половина пути до 70. А если вода выльется из стакана? А если нальется? Джо, а если другой у меня вариант, просто скажи старость, а если яркая внешность и обращают внимание на меня, на человека, который обладает внешностью, молодой, 17 лет, 20 лет, смотрят все девчата или все ребята, это является давлением? Absolutely. No. I mean, we look at ourselves in the mirror and we wish that we didn't have something, a physical feature, or we wish that we did have a physical feature. Смотря на себя в зеркало, мы можем смотреть на себя с мыслью, например, я бы хотела, чтобы это у меня не было, да, чего-то, или наоборот, я бы хотела, чтобы у меня что-то было, то, чего у меня нет. I wish I had a smaller nose. Хотел, чтобы мой нос был поменьше. Or I wish I had blue eyes. Или чтобы глаза были голубые.
Now, we laugh at that, but God puts those, He builds those things in our lives for us to learn from. На самом деле Бог посылает вот эти вот вещи в нашей жизни, чтобы мы учились. Now, I think we can all agree, God brings pressure through our authorities. Я думаю, что мы все согласимся, что Бог оказывает на нас давление через властей в нашей жизни. And the first authority God brings pressure through is our parents. И самый первый, орган власти, скажем так, в нашей жизни, это наши родители. 1 Samuel 15. Первое царство, 15, 22, 23. И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. The principle of authority is so important to understand. Принцип власти очень важен для нас, чтобы мы его поняли. Because so often we say with our mouth, I love God, I want to serve God, and yet we look at authorities as something that we need to get as far away from as we can. Потому что часто в нашей жизни мы можем своими устами говорить, что мы любим Бога, что мы хотим Ему служить, но когда доходит дело до наших земных властей, мы не хотим иметь ничего общего. Next we have finances. Следующий пункт – финансы. Верный мало, много. А неверный мало, неверен и во многом. Итак, если вы не в праведном богатстве не были верны, кто поверит вам в истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? I think you're all have reached or are reaching the point where finances are becoming more and more of a pressure. Я думаю, что у каждого из нас был такой момент в жизни, когда финансы были действительно большим. Через финансы было большое давление в нашей жизни. Maybe it's always a pressure. Возможно, для кого-то это всегда давление. You know, in my family growing up, Когда я рос в своей семье, my father didn't have a very good paying job. у моего папы не было хорошей работы. And there was always the question of finances. И всегда остро в нашей семье стоял вопрос финансов. In fact, I don't remember any time where finances weren't even a thought. There was always that. Я не могу даже вспомнить такого периода в своем детстве, когда финансы не были бы проблемой. But you know, my father came to the point in his life when I was about 8 years old, where he gave all his finances to the Lord. He said, God, I'm going to trust you for all my financial problems. Но я помню такой момент, мне тогда было 8 лет, когда мой папа пришел к такому решению, что он полностью все свои финансы и вопросы, которые их касаются, отдает Богу. Again, he came to this reaction. Снова-таки, он принял решение участвовать в работе Бога в его жизни, не быть против него. But I can ask him today, and the pressures in finances still came. It didn't change the circumstance. Но это не означает, что сразу же исчезли проблемы с финансами. Они продолжали появляться. То есть это не забирает сразу давление. But it changed his reaction to it. Но это решение изменило его реакцию. It gave him peace in it. Оно дало ему мир. And he could trust God more and more. И он мог больше и больше доверять Богу. And you know, for me, that was such a huge lesson for me, watching my father trust God in finances. И для меня это был огромный урок, когда я наблюдал, как мой отец доверил Богу этот вопрос. Because, you know, Lori and I are in a situation now where finances could be a big problem, but I've learned to just let God be in control.
Мы с Варян сейчас находимся тоже в такой ситуации, что финансы могли бы быть проблемой, но мы научились доверять в этом вопросе Богу. If we can learn to have the right response in financial pressures, there is so much peace that God gives. Если мы научимся доверять Богу в вопросах финансового давления, то очень благословенный мир придет в нашу жизнь. God brings pressures through parenting. Бог допускает также давление через воспитание детей. Ephesians Ефесянам 6:4. 4. 6:4. Looks like one. Ефесянам 6:4. И вы, отцы, Виховуйте їх напоминання стереження Божому. God brings pressures through parenting. Бог допускает давление в этой сфере. I think we can ask Vladimir Pavlovich or Lubomir about the pressures that they have in raising their children. Да, я думаю, мы присутствующих здесь пап можем спросить, и они нам скажут, что через воспитание детей приходит давление. You know, we have this rosy idea of marriage and a family. Часто у неженатых, ну, холостых есть такая розовая мечта о семье и детях. I'm going to have the perfect children. У меня будут идеальные дети. I'm always going to speak to them in love. Я всегда буду с любовью с ними разговаривать. We're going to have this beautiful relationship. У нас будут такие замечательные отношения. And then the second day you bring that baby home from the hospital. И на следующий день, как вы привезли этого младенца из роддома, The baby wakes up at 2 o'clock in the morning just screaming. и ребенок в 2 часа ночи начинает ни с того ни с сего поднимает крик, And you're ready to say, send it back. и вы уже готовы стукнуть кулаком и сказать, давайте что делать, отправим его назад. I'm done being a father. Мне не нравится быть папой. God brings pressures through family, through parenting, through raising children. Через воспитание детей Бог позволяет давлению прийти в нашу жизнь. So, He works through pressures. He works through, or He uses pressures through temporal means. Бог использует давление через вот эти приходящие ценности, To motivate us. чтобы побудить нас. Now, again, we have two arms here. Тут у нас, вот, чтобы побудить нас искать его и зависеть от него. Тут в две стороны расходятся пункты. It all depends on how we react to this pressure. Все зависит от того, как мы реагируем на это давление. Now, Satan's motivation through these pressures Цель сатаны, какая у него цель, да? Как он хочет действовать через это давление? is to glorify man. Это прославить человека. I can get through this on my own. I can deal with this on my Я own. сам с этим разберусь, я могу с этим справиться. But in doing that, we reproduce Satan's character, Но the делая devil's так, character. мы отображаем дьявольский характер сатаны. Satan stood before God and said, I want to be on the same level as God. Потому что сатана был тем, кто первым сказал, я хочу быть таким, как Бог. He tempted Eve by saying, if you eat of this fruit, you will be like God, knowing good and evil. Искусил Еву, говоря, если ты съешь от этого плода, то вы будете как боги. You know, in the world today, there's much admiration and much praise to those who are self-made men. Сегодня в мире очень много славы и восхищения достается людям, которые, скажем так, сами себя сделали, да? Сами всего достигли. Those that made their own success in life. Которые смогли самостоятельно добиться успеха в жизни. But really, it's just a reproduction of what Satan wants, of Satan's character. Но это то, чего хочет дьявол. God wants to motivate us for His goal, Бог хочет побудить нас исполнить свою цель.
to glorify Him. прославить Бога. He wants our life to glorify Him through the pressures that He allows. Он хочет, чтобы мы в своей жизни через давление, которое Он посылает, могли прославить Его. And this is what we want to focus on. This right here. И вот на чем мы должны сконцентрироваться. Because each one of us, our goal in life should be to reproduce Christ's character. Потому что целью каждого из нас, целью нашей жизни должно быть отобразить характер Христа. Romans 8:29. Римлянам 8:29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Тебе повезло. God's called us according to His purpose. Бог призвал нас как там, по своему изволению, да, или что там? In 20. Предопределил подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между своими братьями. Да, предопределил быть подобным. Кого предузнал, тем и предопределил быть подобными. And then here is why. Here is why God brings pressures in our lives. This is the bottom. И вот в самом низу это цель, да, для которой Бог нас готовит. So we can be prepared to live in the age to come. Чтобы мы были готовы жить в грядущем веке. All that we go through in life here, God is working. He's working in our lives here. But it's for a future purpose. Все, что мы проходим в этой жизни, все, что Бог посылает в нашей жизни, мы делаем для цели, которая в будущем. If the goal in life was simply, if God's goal in life was simply to save a person, Если бы целью Бога было просто спасти человека, then why doesn't He take us once we've repented? почему тогда мы не попали на небеса сразу после покаяния? I remember a time when I asked myself that question. Я помню, когда-то я задавался всерьез этим вопросом. Because many times the church, that's their focus, is we need to, our goal as a church is to save, Потому что or часто to get people saved. многие церкви, они только на этом сосредотачивают свое внимание, да, что нам нужно привести людей ко спасению. And it's an excellent desire, it's an excellent thing for a church to have. Это прекрасное желание для церкви. But the question is, now what do I do with those that are saved? Но вопрос возникает, что теперь делать с теми, кто спаслись? And the question for those who are saved is, okay, now what do I do? I repented, now what? And why? И вопрос тех, кто покаялся, да, тоже у них такой же. Что теперь мне делать? So God uses temporal means to determine eternal destiny. He uses temporal means to achieve eternal rewards. То есть через вот эти вот ценности, которые мы рассмотрели, Бог использует их, чтобы мы получили награду на небесах. That's the foundation for marriage. Understanding, the next page. Следующая страница. Основы для брака. Understanding Christian marriage is recognizing God ordained a union between one man and one woman. Да, что такое христианский брак? Да? Брак – это определенный Богом союз между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь. So, as this course, as this seminar, this course that we're doing is centered on marriage, one of the pressures that God uses in our life, but He uses it with an eternal purpose. Поскольку главным фокусом этого курса является как раз брак, мы уже рассмотрели, что брак – это одна из тех сфер, в которой Бог допускает давление на нашу жизнь, но допускает его для вечной цели. And so, the preparation, the road to marriage and life in marriage is all about Him working on our character. И вот сама подготовка к браку и последующая жизнь в браке – это все очень тесно связано с работой Бога над нашим характером. And He's working on our character, preparing us for the time when we will be with Him. И Он работает над нашим характером, готовя нас к тому времени, когда мы будем вечно с Ним. Let's look at some of the basic purposes
for marriage. Некоторые из основных целей брака. We have one of the purposes for marriage is completeness. Одна из целей для брака – это полнота. Completeness is bringing together what God created separate, but then brought together Himself. Имеется в виду воссоединение в браке того, что Бог разделил при творении. He took Eve from Adam and then brought Eve back to Adam. Он сотворил Еву, да, из части тела Адама, то есть разделил его, да, но потом привел Еву к Адаму обратно. Now, you may have the question, okay, Joel, if marriage is completeness, what happens when I'm not married? Am I not complete? У вас может появиться вопрос, если в браке заключается полнота, то что тогда со мной, если я, например, не в браке? Я что, неполноценный? It's not right. Это неправда. Because you are complete in Christ. Потому что во Христе каждый из нас имеет полноту. So do not have this mentality that I'm only half of a person until marriage. Поэтому нужно избавляться от такого понимания, да, что я только половинка кого-то чего-то. But God created marriage to bring completeness because God created man to have fellowship with another. Но полнота проявляется в исполнении Божьего замысла, да, когда Он создал человека для общения. I was married at 28 years old. А когда я женился, мне было 28. Until that time, there was 6 years, from 20 to 26, where I had no desire to get married. До того, как это случилось, приблизительно с 20 до 26 лет, когда мне было, у меня совершенно не было желания жениться. I looked at those my age who were married, Я смотрел на моих одногодок, которые уже были женаты, who already had children, у которых уже дети появились. and I thought, wow, I'm free. И я думала, я свободен на самом-то деле. I was serving in Moscow. У меня I было was able to служение travel в Москве, я мог много where I needed путешествовать, to, where I wanted to. куда мне нужно было или куда мне хотелось. And I looked at marriage as something that would hold me back from Я doing God's work. рассматривал брак как нечто, что могло бы несколько связать меня, да, Now, от исполнения Божьей воли. I didn't have a problem with thinking that I was incomplete. Я не думал тогда, что я неполноценен. In fact, I thought I was completely fine. Me and God, His work, were good. Я себя чувствовал отлично. Я и Бог, и я служу Ему, и все хорошо. Until God showed me that I could be better with a wife. With a wife. Пока Бог не показал мне в какой-то момент, что я мог бы стать лучше вместе с женой. Because when two are together, God you can achieve more. Потому что когда Бог in His will. приводит двух человек, да, соединяет двух человек, то они могут большего достичь в исполнении Божьей воли. So don't have the mindset that, oh, because I'm alone, I'm not married, I'm incomplete. You are complete in Christ. Не думайте, что если вы не замужем или не женаты, то вы неполноценны. Вы имеете полноту во Христе. And you are complete, fully complete, until that time when God brings someone else into your life. И вы полноценны совершенно до того момента, пока Бог не приведет кого-нибудь в вашу жизнь, с кем вы должны связать вашу жизнь. And then God just expands that completeness. И потом Бог просто расширяет это понятие полноты. That's one purpose. The next is fruitfulness. Следующая цель для брака – это плодовитость. We all realize this, we see this. Marriage leads to children. Мы все видим, что брак приводит к детям. You know,
before marriage, before Lorianne and I were married, and even after Lorianne and I got married, our thought was we get married and we have children. It's a no-brainer. До того, как мы женились, Лориан, и даже после того, у нас даже не, то есть мы даже не задумывались над этим вопросом. Мы думали, мы поженимся и сразу же будут дети. But you know, God has given Lorianne and I a new way of thinking about this marriage and fruitfulness. Но Бог нам дал новое понимание этого вопроса, которое касается брака и плодовитости. Because we've met those that, like Lorianne and I, haven't had children yet in marriage. Потому что мы тоже встречали семьи, подобные нашей, которые тоже не имеют еще детей. We would love to have children. Our prayer is, God, give us a family. Мы бы очень хотели, чтобы у нас были дети. Мы молимся об этом постоянно. But you know, even in our marriage, Lorianne and my marriage, God still has given us fruit. Но даже вот в нашем браке, да, в котором нет детей, Бог все равно послал нам плоды. Fruit doesn't just mean physical children, biological children. Thank you. Потому что плодовитость это не обязательно означает именно биологические дети. God has given us children, more children than I could have ever imagined, through the kids that we've worked with at different camps, Бог послал нам villages. очень много детей, больше, чем мы могли себе ожидать, через тех детей, которым мы служили. You know, and I could sit back, Lorianne and I could sit back and we could say, God, we're married, why aren't you giving us И мы могли бы с Лориан вместе сесть и в отчаянии взывать к Богу, почему мы женаты, и ты, Боже, не послал нам It's one of your signs of a blessing. плоды, потому что это один из признаков твоего благословения. And yet, we realize that maybe it's not having children that God has been able to give us even a wider ministry with more children. Мы думаем, что, возможно, через это Бог позволил нам иметь более широкие возможности в служении с детьми. And you know, God always has the last word. The story is not finished yet. Потому что история еще не закончилась, за Богом всегда последнее слово. So fruitfulness is either biological children or spiritual children. Поэтому плодовитость это или биологические дети, или духовные дети. Number 3, Christ-likeness. Следующий пункт – подражание Христу. We can read this. You can read this. I just want to look at the. God uses our partner in marriage as a, don't remember exactly where it is, but where it says, as iron sharpeneth iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Где-то сказано, I think in Proverbs. где-то, наверное, в притчах, что железо острит железо, и так человек взгляд друга, да. Marriage has the same principle. Потому что тот же принцип работает и в браке. At times in marriage, a husband and wife feel like metal against metal. Иногда муж и жена в браке чувствуют как раз как железо острит железо, да? Мы уже там две брыки. And it seems like the harder the conflict, the hotter it gets until boom, everything goes up in flames. И иногда кажется, да, чем более сложный конфликт, тем больше страсти накаляется, горячее становится, пока не взорвется. But you know, when iron is rubbed against iron, things get sharper. Но когда железо, да, вступает в трение с другим железом, да, то происходит хороший результат. Они острят друг друга. Заточка, да. God uses Lorianne's character in my life. Бог использует Лориан, ее характер в моей жизни. And I could have two responses. И у меня могло бы быть два варианта реакции. I could grit my teeth and say, "Oh, I wish she didn't do that." Я мог бы, да, там, как это? Да. И просто думать с озлоблением, зачем она это делает.
Or I could learn to see how God is using that in my life. Или я мог бы попытаться увидеть, как Бог использует это в моей жизни. God, or Lorianne, now, I want you to know, Lorianne said I could use any example in our marriage. Лориан сказала, что она позволяет мне в любую ситуацию в нашей жизни приводить пример. Он предупреждает, что... So why she's not in the room, I'll let you know. Да, то есть ее нет в комнате, это не значит, что я использую. Sometimes Lorianne has difficulty making decisions. She has a hard time making decisions. Иногда у Лориан бывает проблема с тем, чтобы решить, да, принять решение. And she'll look to me and she'll say, what are we going to do? И вот она смотрит на меня и говорит, что мы будем делать? At times, it makes me feel good. It makes me feel important. It makes me feel like the man of the house. Иногда это я хорошо себя чувствую в таких моментах. Я чувствую, да, что я мужчина, что я тут главный, я решаю. But at times, it can be just make a decision. Но иногда это бывает такое, ну ты можешь решить сама. But you know, God has shown me that I have the same problem too. Но на самом деле через это Бог показал мне, что у меня есть такая же проблема. I can also be one that can sit back and let others decide things around. Я тоже люблю такую позицию, да, что я могу сесть и позволить другим принимать решения, брать на себя ответственность. And we both look at each other and we say, it really doesn't matter what we do, and God has used it in both of our lives. Our character flaws or character deficiencies, you could say, in both of our lives to grow us. И Бог использует какие-то нехорошие черты характера в нас обоих, чтобы показать их нам и, следовательно, растить нас. Okay, we're going to take 2 minutes to go through this page and finish this. Мы еще 2 минутки займем времени и закончим эту страничку. Problems in contemporary culture that affect marriages today. Проблемы в современной культуре, которые влияют негативно на брак сегодня. The first one is, in English we say the pill, but contraceptives. Номер один. Ну, короче, противозачаточные таблетки, да? Society has, this pill has been created and it has been used by people, families, whatever, to give freedom that God never intended for there to be freedom from responsibility. Потому что они, когда они появились, стали использоваться для того, что Бог никогда не задумывал, да, в нашей жизни, свободу от ответственности. Secondly, technological advances. Следующее, технический прогресс. At times, technology is wonderful. Иногда технологии это очень хорошо. I love my smartphone just as much as anyone. Да, я так же, как и каждый, наверное, здесь, привязана к своему телефону. But technology can have a detrimental, a harmful effect on families when not used properly. Но иногда технологии могут иметь пагубное влияние на семью, когда используются не по назначению, неправильно. You can now talk to each other in the same room without ever saying words, simply by technology. Да, сегодня можно говорить с человеком, не произнося слов, да? Thirdly, we have a pornographic society. Следующее у нас это порнографическое общество. Meaning that pornography is so prevalent in our society today. It's in advertisement, it's on television, it's everywhere. Потому что вот эти элементы порнографические, они сейчас в нашем обществе присутствуют повсеместно, в рекламе, на телевидении, в интернете, везде. You can't open up the internet without having these horrible advertisements.
Потому что иногда нельзя открыть страницу в интернете, да, чтобы перед вами не выскочили такие окна с таким содержанием. You know, and it's desensitized people so much that now they don't even blink when they see it. И это уже настолько примелькалось людям, что они уже даже не реагируют на это. То есть это уже так, как информационный шум. Number 4, humanistic education. Следующее, гуманистическое образование. We've taken God out of the classroom. We've taken prayer out of schools. Потому что In уже America, в Америке отказались от молитвы в школе, от Бога в программе. God is no longer in the educational process. То есть Бог уже не Evolution is вовлечен taught. в программу, в образовательную программу, да, преподается эволюция, Alternative lifestyles. альтернативные образы жизни, And all of this has influence on family. и все это влияет на семью. When a 3-year-old goes to school and the teacher reads a book about this little girl and her 2 fathers, Потому что когда маленький ребенок идет в первый класс и ему читают книжку про ребенка, у которого 2 папы, you know, when this little girl grows up, she's not going to think twice about homosexuality being bad. потому что когда этот ребенок, эта девочка вырастет, она не будет сильно резать слух там или глаз гомосексуальные отношения, она будет нормально относиться. Satan is very crafty. He knows if he can destroy the family, he can destroy society. Потому что дьявол, он очень изобретательный. Он знает, что если он может разрушить семью, он может разрушить и общество. Number 5, role of a woman. Номер 5. Роль женщины. The role of a woman has been, or with feminism, it's both sex are equal. То есть феминистическое движение принесло идею о том, что мужчины и женщины, они равны. Traditional family values, biblical family values are done away with. Традиционные библейские семейные ценности, они уже не принимаются во внимание. Material affluence, the desire for more material. Материальное изобилие, желание иметь все больше и больше материальных ценностей. In order to have more, I either have to work longer, work harder. Both parents have to work, whatever it is, just to have more. Да, мы хотим иметь больше, поэтому мы будем больше работать. Оба родителя будут работать, чтобы приобрести то, что нам хочется. And 7, the desire for immediate gratification. И седьмое, желание немедленного удовлетворения потребностей. I'm sure you've heard the expression, we live in a McDonald's society, a fast food society. Возможно, вы слышали такую фразу, мы живем в обществе фастфуда или в обществе Макдональдса, да? Everything I want now. Все, что я хочу прямо сейчас. You know, not too long ago, I was waiting for an email. I was waiting for a letter back from someone I had sent a letter to, a response back. Недавно я ожидал ответа на свой имейл, который, я отправил письмо и ожидал ответ. And it had only been a couple hours, and yet I was thinking, why hasn't this person written me back? И вот прошло всего несколько часов, и я уже начал нервничать, почему человек мне не ответил. And then I remembered, or then I thought of, 50, 70 years ago, if you wrote a letter to someone, it took a week, 2 weeks, sometimes longer to get to them, and that much longer to get a response back. И я подумал, что 50 лет назад, да, если вы написали письмо, то вам надо было 2 недели или больше ждать, чтобы вам пришел ответ. How could they live in that kind of society? Как люди могли жить в таких условиях? And yet, because we want everything now. Потому что сегодня мы хотим все и сейчас. In your papers, you have this tablet. This. We're not going to go through this. You can go through this on your own. Вот эта вот страничка следующая, которая у вас есть, мы не будем ее проходить, вы дома просмотрите сами. You can see
what God began with at the beginning. Вы там увидите, с чего Бог начал, да? С чего начинал Бог, когда создавал брак. When He created it, Когда, we have the principle that He used. принцип, который он использовал, There's scripture, есть ссылки. but then we see at the end the result, how man twisted it for И his в own конце мы purpose. видим последняя колонка, это как человек извратил вот этот первоначальный замысел. Go home, look at it on your own. And next week, we're going to start with how we can prepare ourselves for the marriage God has for us. Дома вот это прочтите, пожалуйста, и в следующий раз мы с вами начнем, как нам подготовиться к браку, который для нас задумал Бог.